Итак, системный администратор в штате маленькой компании. Кто он и вообще нормально ли это? Админы могут видеть будущее, и для этого никакого выхода в астрал не требуется. Кто такой системный администратор и чем он вообще занимается? Какие вообще есть варианты для маленьких компаний и в чем между ними различия? И самое главное, как отличить системного администратора от балбеса с бейджем системного администратора? Давайте разбираться вместе. Чем же занимается или должен заниматься системный администратор в компании? Думаете, знаете? Проверим. Менять бутыли в кулерах, чинить чайники, чинить телефоны, наушники и лампочки менять в помещении. Нет, он, наверное, это все может делать, но это не его профессиональные обязанности, хотя, я думаю, многие себя узнали, причем с обоих сторон. А еще заправлять бумагу в принтеры, протирать мониторы, чистить кофемашину, за обедом сгонять при необходимости, ну и по мелочи всякого. Ведь этот дурень все равно сидит в офисе и целыми днями ничего ровным счетом не делает. Так, стоп! В вашем офисе сидит дурень за компьютером целыми днями, ничего не делает, и вы ему платите зарплату. Дайте-ка подумать. По-моему, в этой ситуации дурень-то вовсе не он. Ладно, шутки в сторону. Чем же на самом деле администратор должен заниматься? А заниматься он должен обслуживанием и поддержкой вычислительной техники компании, причем не специфической. Так что если у вас есть малый адронный коллайдер, то его поддержкой должны заниматься отдельные специалисты. Вообще обслуживание понятие очень широкое. Сюда входит сборка, настройка компьютеров, серверного и сетевого оборудования, установка и обновление программного обеспечения, крупноузловой ремонт техники. Кроме того, профилактика во всех ее проявлениях, начиная с банальной чистки от пыли и до защиты от вирусных и прочих информационных атак. Кроме того, сюда входит настройка и регулярная проверка систем резервирования. Да и вообще много всего еще. Для того, чтобы всем этим заниматься, нужны знания, опыт. Очень неплохо иметь профильное базовое образование. Кроме того, техника развивается очень быстро, и компьютеры, и программы. Поэтому постоянно специалисту придется заниматься самообразованием, да и на курсы сходить тоже бывает не лишним. Все это я к чему? Это должен быть не мальчик на побегушках и не старый дед-революционер. Это должен быть целеустремленный самостоятельный специалист. А такие специалисты стоят денег. Начнем с самого малого бизнеса. Микроофис, 2-3 компьютера. В штат такой компании системного администратора не взять. Во-первых, ему заниматься будет банально нечем, а во-вторых, он все равно попросит полноценную зарплату системного администратора. Дальше на ум приходит объявление. Бесплатный выезд, компьютерный мастер, переустановка Windows 250 рублей. Вы все еще верите в сказки? Удивительно, что ваша компания на плаву. Давайте логически разбираться, какого уровня к вам приедет системный администратор, который проведет бесплатно диагностику и в случае необходимости за 250 рублей переустановит Windows. Ну, то есть с учетом дороги потратит часа 4, в рабочий день 8, соответственно, рабочий день у него максимум 500 рублей. И это то самое IT, которое по зарплате рекорды из года в год бьет. Все просто. Обычно такие специалисты поштучно удаляют вирусы, поштучно ставят драйверы, решают всяческие несуществующие проблемы. Ну и чтобы было проще и понятней, давайте представим себе парикмахера, который за каждый взмах расческой берет с вас по 100 рублей. Ну и по 50 за каждый отрезанный волос. К концу приема такого парикмахера вы останетесь 100% без штанов. С компьютерщиками приблизительно так же. Что же получается? Админов в штат не взять слишком дорого, объявление зло. Я вам отвечу, нам помогут облака. Облачные сервисы для небольшого количества пользователей в последнее время довольно доступны по деньгам. Это очень неплохие по надежности сервисы. Кстати, пример я вам оставлю в описании к видео, чтобы можно было посмотреть условия, цены, ну так, для общего развития. Так вот, все ваши важные файлы, базы отправляйте в облако. Таким образом, администрированием облака занимаются специалисты облака, и вас это не касается. Хотя, конечно, про резервное копирование забывать не стоит. Резервные копии нужны в первую очередь вам.
А вот ваши компьютеры, их обслуживание можно уже доверить, ну, например, сервисному центру ближайшего крупного магазина электроники или компьютеров. Таким образом и ценник получим приличный, не на высоком уровне, и более или менее качественное обслуживание, потому что балбесов там, как правило, не держат. Но все же, если в таком сервисном центре вам напрочь удалят все данные с компьютера, то в облаке-то они останутся, а значит вы ничего не потеряете. Для сравнения, если вы будете пользоваться услугами выездного сисадмина, неважно, частник это или сотрудник какой-то компании, если вы вызываете его раз в квартал, раз в полгода, он все равно в голове все ваши заморочки, все ваши проблемы держать не будет. А значит, разницы между выездным обслуживанием и транспортировкой ваших компьютеров при необходимости в сервисный центр магазина вы не заметите. Но точно сэкономите и точно не будете рисковать качеством. Поэтому облака, больше самостоятельности, в итоге и качество, и бюджет сэкономите. Если компьютеров у вас уже поболее чем 2-3, есть принтеры, сканеры, небольшой сервер, то облака вполне могут начать кусаться, ведь с ростом количества пользователей они становятся дороже и менее выгодны. Тут вполне можно задуматься о приходящем системном администраторе. Важно, чтобы этот приходящий системный администратор занимался вами регулярно. Тут вполне возможно абонентка. В таком случае специалист будет резервировать под вас время и будет заинтересован в продолжительной стабильной работе, а не в разовых авралах. Еще один важный момент. Если вы нанимаете такого специалиста из компании, предоставляющей услуги, то важно, чтобы это был один специалист, ну или с подменными. Если каждый раз вам присылают разных специалистов, каждый раз новый человек будет вникать в вашу инфраструктуру, в ваши проблемы и терять ваше время даром. Ну и, соответственно, затраты будете нести лишние. Поэтому выбирайте компанию с закрепленным IT-специалистом. Но всегда есть соблазн сократить затраты. Абонентка кажется пустой тратой денег. В офисе вроде бы все работает, и админ, наверное, не нужен. Но задумайтесь, если все работает, если компьютеры не зарастают пылью, если на них функционируют антивирусы стабильно, то этим занимается вряд ли какая-то добрая фея. Этим занимается, скорее всего, ваш системный администратор. Ведь системное администрирование направлено как раз на предотвращение сбоев, защиту от внешних угроз и так далее. Тут важно, если в случае все-таки какого-то случившегося сбоя ваш админ может быстро запустить все в работу, это говорит о том, что он работает. И говоря об администрировании, важно понимать, что если админ у вас шустрит по офису и отвлекает вас от дел, это скорее не очень хороший специалист. Его работа не должна быть так очевидна. Не нужно брать в штат универсального специалиста, который и админить может, и курьером сгонять куда нужно, и унитаз прочистить при необходимости. Тут все просто. Специалист, согласившийся на мизерную зарплату, это скорее офисный чудак, нежели системный администратор. Тут скупой платит дважды. Актуальные афоризмы на этом не заканчиваются. Среди народа, который работает на минимальной зарплате, то есть ниже рынка, очень часто живо выражение: да за эту зарплату я еще и вредить немного должен. Ну или забираю свое и так далее. Подумайте об этом на досуге. Так мы с вами плавно перешли к аутсорсингу. Удаленная работа все популярнее и удобнее. Так получается и быстрее, и дешевле, но масса важных нюансов должна быть у вас в голове. Аутсорсер должен быть из вашей локации. Если вы находитесь в Москве, а ваш аутсорсер где-то в Омске, то в случае сбоя он ни к чему подключиться, скорее всего, не сможет и решить ваши проблемы тоже не сможет. И даже если вы ему оплатите и самолет, и гостиницу, не факт, что человек из-за разовой какой-то работы, тем более внеплановой, вообще к вам полетит. Более того, сомневаюсь я, что эти затраты у вас запланированы, если вы экономите на разнице между географически удаленным и местным специалистом. И здесь расстояние от вас до администратора лучше измерять не в километрах, а в часах. Если за 2-3 часа он может по пробкам до вас добраться, это отличный вариант. Если 4, 5, 6, то, наверное, не стоит брать такого специалиста. Опасно.
Чем хороши продвинутые специалисты, работающие в формате аутсорса? Они, как правило, более мобильны и более мотивированы на результат. Сделал дело и гуляй смело. А вот сотрудники в штате вынуждены торчать в офисе по 8 часов. И для того, чтобы им было чем заняться, они часто растягивают работу, которую можно сделать за час, на несколько часов, иногда несколько дней, даже на месяцы. Тут самое главное понимать разницу. Эфемерной стабильности вы не получите. И аутсорсеры, и штатные сотрудники люди. Они тоже болеют, нуждаются в отпуске, имеют всяческие проблемы. Поэтому они здесь плюс-минус по стабильности одно и то же. Но здесь выигрывают компании, которые предоставляют вам специалистов по аутсорсу. Там можно выбить себе подменного специалиста. Но опять же, надо понимать, чем больше компании, тем легче выбить такого специалиста. Но с ростом компании теряется надежда на то, что специалист будет проинструктирован и отправлен к вам со всеми необходимыми знаниями и паролями. Так что большие компании тоже не панацея. Выходит, вожделенная надежность и взаимозаменяемость не так уж и достижимы. Хотя, для того, чтобы ее достичь, вам нужно взять в штат сразу 2 продвинутых специалистов. Тогда они смогут подменить друг друга во время болезни, во время отпуска. Если один уволится, то второй сохранит компетенцию и передаст ее вновь нанятому сотруднику. Но если вы можете взять сразу 2 продвинутых специалистов в штат, то вы уже не малый и, скорее всего, не средний бизнес. А видео-то у нас для представителей среднего и малого бизнеса. И пока у вас нет возможности и потребности взять сразу 2 специалистов в штат, нам остается продвинутый, качественный аутсорсинг. Давайте еще раз разберемся, при каких признаках нужно обратить внимание на вашего системного администратора и его компетентность. Если он не занимается резервным копированием, не выбивает бюджет у вас на все для этого необходимое, кстати, в одном из прошлых видео я рассказывал про резервное копирование, так вот, скорее всего, он вовсе не админ. Далее, если при возникновении каких-то проблем админ тут же переустанавливает Windows, скорее всего, он ничего не смыслит в диагностике и кроме переустановки ничего не умеет. Также очень важно, чтобы админ передавал вам все логины и пароли, которые были установлены в рамках работы с вашей компанией. Дело в том, что таскать их просто на флешке неразумно. Потеря этой флешки или потеря целого админа не должна останавливать вашу работу и влиять на вашу безопасность. Еще один важный аспект. Если ваш админ на каждый чих антивируса говорит «отключите антивирус», то скорее всего он даже не знает о том, что в антивирусах есть исключения и они настраиваются. Проявление этих признаков, особенно вместе всех, говорит о том, что у вас чудак с бейджем, а не системный администратор. И его работа может очень дорого вам обойтись впоследствии. И вообще, администратор должен вызывать чувство спокойствия, чувство взаимного доверия. Неважно, на аутсорсе он или в штате, вы ему доверяете очень многое. И полный доступ ко многим компьютерам, пароли, логины. Так что это очень важно. Кстати, а вы на канал-то подписаны? Я же все это рассказываю, чтобы вы были на гребне волны, вооружены знаниями, а не тянулись в команде самодуров-аутсайдеров. Так что подписывайте и включайте уведомления. И еще информация к размышлению. Сотрудники на минимальной зарплате частенько ищут всяческий приработок. Но это в принципе нормально. Но если бы эти технологии, этот приработок не был бы за ваш счет. Так, в свое время ушлые админы организовывали доступ в интернет по телефонным линиям компании. Но те времена уже давно в истории, сейчас криптовалюты. Сейчас частенько админы добывают на мощностях компании криптовалюту. И за электричество платите вы, а денежку они кладут себе в карман. Также организуют игровые, тематические сервера на ресурсах компаний и так далее. Вариантов миллион. О подобных скрытых талантах вашего системного администратора вы, скорее всего, узнаете от полиции, которые заинтересуются криптовалютными операциями, происходящими в вашем офисе. Кроме того, машины в блокчейне работают с большой нагрузкой и поэтому сильно греются. Так что вполне возможен пожар. Кроме того, не стоит забывать об износе и усталости вычислительной техники компании при таких махинациях системного администратора. Так что еще раз подумайте, прежде чем экономить на таких специалистах. С другой стороны, аутсорсеру этим заниматься вообще не резон. Он же специалист, приходящий. Сегодня он, а завтра другого могут вызвать. И все вскроется. Так что дурь солдата, который позабыт командиром, аутсорсерам не свойственна.
Это же не штатный сотрудник, которому нужно торчать до 18:00, пока начальство отпустит. Аутсорсер всегда занят. Забыл еще упомянуть, админы могут видеть будущее, и для этого никакого выхода в астрал не требуется. Они анализируют системную статистику, проводят аудит безопасности и таким образом могут предсказать выход из строя компонентов системы, а также вероятность взлома. Здесь простая логика, опыт, знания, все вместе и никакой эзотерики. Еще архиважно. Если вы уже переросли офис в 2-3 компьютера, то о системном администраторе вам нужно задуматься еще до того, как в офисе все начнет сыпаться и ломаться. Не зря же я сказал, системный администратор может видеть будущее. Еще проедусь по мальчикам-компьютерщикам. Ведь по словам Ирочки из бухгалтерии, ее внук отлично шарит в компьютерах. У него по информатике твердая пятерка. И вообще он парень не промах. Ну так я вам скажу, для того, чтобы быть системным администратором, мало получать по информатике пятерки. Нужно иметь уже законченное образование, крайне желательно. А кроме того, нужно иметь практический опыт и свежие актуальные знания. А вот внуку Ирочки, скорее всего, лучше подмастерьем побыть у системного администратора, ну, можно сказать, даже на побегушках, набраться опыта, ведь начинать надо с малого. И вообще, хватит уже быть заложником стереотипов. Аутсорсинг, облачные технологии, удаленная работа – это уже не происки сатаны, это уже обыденная, выгодная, удобная действительность. Помните комедию «Иван Васильевич меняет профессию»? Там царь крестился, увидев лифт. Но вот как в следующий раз вы испугаетесь облака, представьте себя этим царем. Просто пользоваться всеми этими современными технологиями нужно с умом. Для этого я вам все это и рассказываю. Тогда ваш бизнес будет эффективным, прибыльным и безопасным. Поэтому держите руку на пульсе.